Овчарка нашла в густом лесу старый сейф. Когда хозяин открыл его, он сразу вызвал полицию. Степан, бывший егерь, давно привык к тишине. Его небольшой дом стоял на краю старого леса, куда почти не заходили люди. Единственным его постоянным спутником был Гром, немецкая овчарка, умная и внимательная, будто понимала не только команды, но и мысли хозяина. В тот пасмурный вторник все началось как обычно. Они вышли на прогулку по знакомой тропе. Лес был тихим, слишком тихим. Ни птиц, ни ветра. Степан даже отметил это про себя, но не придал значения. Вдруг Гром остановился. Он замер, напрягся, уши поднялись. Затем из груди вырвался глухой рык. Не агрессивный, а настороженный. Через секунду пес сорвался с места и исчез в зарослях. «Гром!» – крикнул Степан. Ответа не было. Только лай. Где-то внизу, в стороне оврага. Степан не любил туда ходить. Место было заросшее, сырое, словно забытое. Но лай не прекращался, настойчивый, тревожный. Пробираясь через кустарник, цепляясь за ветки, он наконец спустился вниз. Там, у корней поваленного дуба, Гром буквально рыл землю, разбрасывая листья и грязь. «Что ты нашел?» Степан подошел ближе и заметил металл. Они раскопали его вместе. Это оказался небольшой сейф, тяжелый, ржавый, со следами старых попыток вскрытия. Кто-то уже пытался добраться до его содержимого и бросил. Степан не стал открывать его в лесу. Слишком странная находка. Весь вечер он не находил себе места. Сейф стоял посреди комнаты, как немой вопрос. Любопытство победило. Он взял лом, инструменты и начал работать. Замок не поддавался долго. Металл скрежетал, крошился, но держался. Гром все это время сидел рядом, не отводя глаз. Наконец, резкий треск. Дверца открылась. Внутри не было ни денег, ни драгоценностей. Там лежали старые вещи. Полевые дневники, пачка писем, перевязанная лентой, потемневшей от времени. Золотой медальон с портретом молодой женщины. И еще револьвер и карманные часы с гравировкой. Степан взял часы в руки и застыл. Он знал это имя. 30 лет назад в этих местах пропал лесничий. Дело так и не раскрыли. Тогда обвинили одного человека, без доказательств, просто потому что других версий не было. Глухарь, как говорили. Но теперь все складывалось иначе. Степан даже не стал читать письма. Он сразу понял, это не просто находка. Он вызвал полицию. Через час у дома уже мигали синие огни. Следователи работали до ночи, аккуратно перебирая содержимое сейфа. Позже выяснилось, документы действительно указывали на настоящие обстоятельства исчезновения. Человек, которого обвиняли столько лет, оказался невиновен. Истина все это время лежала под землей. Степан сидел на крыльце, рядом с Громом. Пес спокойно положил голову ему на колено, будто ничего особенного не произошло. «Ну и нюх у тебя, друг». В ту ночь Гром получил лучший кусок мяса в своей жизни. А в поселке еще долго рассказывали историю о собаке, которая нашла правду там, где люди уже перестали искать.